хотя, ну, молодые люди тоже бывают адекватные попадаются, если прошлый разговор вспоминать. Может быть, если повезет, то нам кто-нибудь с Донецка и Луганска попадет, чтобы как бы и с нормальными украинцами как бы, чтобы и другую, так скажем, и чтобы и другую сторону показать. Ну и думаю, если какие-то хорошие моменты будут, то тут на ютубе появится, навырезаю каких-нибудь там нарезок, ну и в Дзене. Так, народа немного что-то. Или еще подождем. А ну в паузах буду читать комментарии, потому что у нас разговор может быть долгий получаться. О чем мы их поспрашиваем? Я предлагаю поспрашивать за Азовсталь. Как вам вот такая, как бы, что там это, на Азовстале там все-таки это самое, это что, они там сдались или это как бы эвакуировались? Ну, по классике там Дом профсоюза 2 мая 2014 года, Краматорск спросим, там что, такие вот как бы, ну, там популярные еще вопросы, там, через сколько они нас победят, там, через 2 месяца или, может быть, уже пораньше. Но я сижу, телек же вообще не гляжу, там врут все. Будем это самое. У тех, кто знает, спрашивать. Так, ну кто-то ждал и не дождался, видать. Да, народу пока нет. Блин, ну, у нас сегодня такая холодина, это капец. Ну ладно, нету, начнем. Потому что я в прошлый раз думал, попозднее начну, думаю, там время московское, надо попозднее начинать, а оказывается там, ну, может быть, какие-то эти самые комендантские часы там и так далее, тому подобное, там что-то как-то быстро спать ложатся. А сегодня вообще будний день, наверное, кто там на Украине же, наверное, ну, работают, наверное, еще, я так предполагаю. Ну, там, наверное, всяко разное теплее, чем у нас. А он, видите, в кофте. Думаете, почему в кофте? Потому что, капец, отопление отключили, а на улице всего 5 градусов сегодня было. Ну что ж, начнем. Постоянно что-то я очкую, вот на зеленую кнопку нажать. Поехали. У мене штани порвались, купіть мені нові, пожалуйста. Я дуже хочу поженитись. Давай поженимось. Привіт. Здравствуйте, девчонки. А чому російською? Ти пишете з України. Я с украинцами хотел пообщаться. А ти за Росію? Ну, Не, давай пообщаемся. Ну давай. Я не за Россию, не за Украину. Как, А чё? так, надо разобраться, что происходит. Чтобы кого-то там поддерживать. А ти що будеш говорити з України? Вы, пожалуйста, если можно, говорите по одному. Що ти хочеш українцями поговорити? А вы слышали что-нибудь про Азовсталь? Ні. В общем, удачи вам. Вот что меня больше всего бесит, когда вот я себя сам слышу. Капец, ну что, я понимаю, что Китай наушники не возят, но, блин, вот такие обычные вставил в уши, это капец. Ябинский тоже дубак. О, брат, я с тобой, я тебя понимаю, это капец, конечно. У меня даже
даже кот из-за этого не ходил утром гулять. Сказал, не, нахер, я не пойду без меня. Их там трое, все троем спрашивают, ни хера непонятно. Видать, судя по всему, там ноутбук какой-нибудь, там и то мамин, там или папин, который сейчас на работе. И вот собрались у одной, и вот так вот они это самое. Не, ну, с одной стороны, дом это побезопасней. Но мне вот не нравится, когда я сам себя слышу, и я слышу, как они меня слышат, второй раз, да, и потом, когда... Ну, невозможно вообще, капец. Давайте, что-то... В прошлый раз, первый раз удачный был, тут как-то не пошло. Я, если что, типа, нейтралитет, да, как бы, типа... Здравствуйте. Здрасте. Вы с Украины? Ну, не совсем. Родился на Украине, а живу в другой стране. Ну, а вы... я из России. Что? Вы с я- России? Да, с России. Откуда вы с России? С Урала, Свердловская область. Ну, Нижний Тагил слышали? Такой город. Там, где Нижний танки Тагил? делают. Ну, вот, Слышал. ну, вот у нас город там это поблизости. А еще там, как у вас в Нижнем Тагиле? Не, я-то не с Нижнего Тагила, я чтобы вы сориентировались. Вы мой город все равно никогда не слышали. Такой маленький город, 1000 на 12 человек. А просто чтобы вот примерно где это самое, поблизости. Мы там находимся. А это где? Вы рядом с Нижним Тагилом, да? А так-то вы с Нижнего Тагила. Нет, я не с Нижнего Тагила. Мой город поблизости, недалеко от Нижнего Тагила находится. Небольшой это городок. Так. Типа, как я сейчас вспомню, карту ставь. Тавда. Ну да, даже меньше вообще такой, как бы непримечательный город. Ну ладно. А вы из какого города? Я с Нижнего Тагила. Да ладно, серьезно? Понятно, я что серьезно говорю. шифруй. Вот знаете, где выставка вооружений была, вот, старатель, да, это я оттуда, с Нижнего Тагила, со старателем. Я вас понял, вы это самое, шифруетесь, да? Да зачем шифруюсь, я тебе отвечаю. Я с Нижнего Тагила, ПГТ старатель, там выставка вооружений, там как бы артиллерийский полигон. Я с 57-го года, и у нас в конце месяца стреляли, аж все окна тряслись, это постоянно. До 90-х годов это там испытывали артиллерийское, там это все дело. Я оттуда, с Нижнего Тагила, ПГТ старатель, да, Институт испытания металлов. Ну ладно, допустим. А вы откуда? С Нижнего Тагила? Ой, да, я не с самого Нижнего Тагила, потому что многие, как бы, ну, чтобы понимать представление... Откуда вы? Вы сказали, что вы с Нижнего Тагила. Вы откуда там? Покровская, там, Салды, Балды. Откуда вы, молодой человек? Откуда? Салды, Балды. Я не с Нижнего Тагила, мой город поблизости находится. Ну, Салда. Ну, где-то в тех районах, короче говоря. Верхний Тагил, Салда, Балда, там это Серов, там эти все дела. Ну вот, города, короче, в тех краях там. А для какой цели вы назвали Нижний Тагил вообще, я не понимаю.
Ну, чтобы люди примерно так ориентировались, потому что Нижний Тагил все знают, что там танки делают, вагоны делают, и как бы все, и так, ну понятно, где-то там хер с ним, короче. Вот так вот многие как бы... Ну, я. То есть вы сами как бы с села с какого-то и говорите, Да, что да, вы с Нижнего Тагила, да? Ну, ладно. Давай, село, рассказывай, что там, как у вас дела в селе, Как, в да? уральском селе. Нормально, жить можно. Холодно только Вот стало. это другое дело. Я также говорю, жить можно нормально, терпимо. Нам главное, знаете что? Чтобы власть была вот одна и та же. Как власть меняется, нам хуево. А когда не меняется, мы к этой власти должны жить хорошо. При этой власти мы должны жить нормально. А как вы к ситуации на Украине относитесь? Вопрос насущный. Я никак не отношусь. Ну, я отношусь, знаете как, вот вы украинец, да? Не, я не украинец. Я русский. Ну вот украинцы относятся так, а мы относимся так. Значит, я как бы, ну, правильно и делают, что долбят этих придурков. 8 лет они не хотели, чтобы Донецк и Луганск был у них. Ну, получайте. Мне тут один украинец, ну вот до вас был, знаете, что сказал? Ну, он из Одессы. Ну, в принципе, как бы так, по украинским меркам, как бы нормальный такой адекватный мужик. Но с фантазией. Он мне сказал, что через 2 месяца вы проиграете, наша армия вот там, ну, до Москвы уже, говорит, дойдет. Вот такое. До Урала, скорее всего. Я бы вам посоветовал посмотреть интервью этого Гордона Познеру, да? Вы Познер знаете, кто такой Владимир Владимирович? Да. Известный так, да, трехгражданский любитель России, коммунист и все дела. Это секретарь парт ячейки этой, которая пропагандизировала Советский Союз. Вот, Гордон берет интервью у Познера и говорит: Владимир Владимирович, а как вы думаете, Россия это как бы правильно сделала, что оккупировала Крым и там это Донбасс, там все. И тут Владимир Владимирович, такой этой французской прононсом, говорит: вы понимаете, Россия правильно сделала. Тот охуел, глаза смотрит, лысый охуел. И я вам объясню, почему. И он начинает ему объяснять. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, 8 дыр. В общем, если хотите, посмотрите. Хотите, я вам в 2 словах просто скажу. А Познер ему объяснил, что Украина для России это Куба для Америки, да? Если в Америке ядерное оружие, пиздец Кубе. Если в Украине НАТО, это пиздец Украине. Он ему вот четко разъяснил на примерах, там они долго разговаривали. Это вообще, я охренел. Познер этого, ну, он чисто разжевал этому придурку. Но я думаю, придурок не понял. Как и вся Украина не понимает, честно говоря. Ну, ладно, удачи вам. Приятно было с вами пообщаться. Поищу украинцев. О, давай, всех благ. А я их тоже ищу. Сегодня я просто так прикалываюсь. А вообще-то я еду, я трак-драйвер, да, дальнобойщик. Еду, спать начинаю хотеть. Раз украинца. Опа, салам алейкум, давай это. Сидят, я им говорю, все, поматерились, я проснулся, дальше еду. В общем, я чат-рулетку для этого держу. Я как бы даже, ну, разговаривать смысла нет с ними, а вот только прикалываться. Так что, братела, слушай, я с Нижнего Тагила, а ты откуда?
Я со Старателя. Нижний Тагил Старатель. Знаешь, что там Старатель? Да? Полигон. Ну, я, к сожалению, там ни разу не бывал. Вот все как-то... Надо, наверное, Ну, когда вот что-то будет. Путин, да, само собой, там только Путин был, там это Медведев, все эти дела были там эти. А ты там не бывал, как это, Вышеградская пятерка. А Путин и все эти, все премьеры там были у нас. Надо... Поселок Старатель, это вот полигон, это артиллерийский, с 39-го года вот там. В общем, ладно, удачи вам. Давай, брателло, всех благ тебе. Здорово, здорово всем, кого не видел. Вот так вот ищешь украинца, а русского находишь. Я вначале думал, что какой-то блогер, потому что, вот видите, у него сзади шторки получаются вот такие. Я думал, блин, хромаке. Я потом посмотрел, у него вот такая вот гарнитура. Ну, похоже, что он это в машине. Но мне кажется, он не с Тагила, как говорится, ну, сочиняет дедок. Ну, пока мы мимо кассы идем, пока что-то нам... Девчонки с херовым микрофоном попались, две первых пропустили. Мужик, который типа с Нижнего Тагила. Блин, если он с Нижнего Тагила, надо было его... Ну, может быть, он там загуглил это, сказал, ага, я ему сказал про Нижний Тагил, он сказал Нижний Тагил. Не, ну да, такой, как бы, ну, не знаю, для дальнобойщика такой, ну, такой, да, интересный мужик, начитанный. Может быть, хотя дальнобойщики, у них время есть, там, что-то самое. Не очень он на украинца смахивает. Я думаю, что он на украинской мове он не это самое не размовляет определенно. Ну что ж, что-то пока мимо кассы снаряды куда-то далеко пролетают. Ну это, знаете, тестовые были люди, потренировались. Теперь с украинцами попробуем. Не, хотя у меня выбрана Украина, как бы вы не думайте, что я там поставил себе российский флаг и как бы... Вот, я вот Украину выбрал, пока украинцы вот один раз только попались. Привет. Здравствуйте. Класний колор. Добрий день. А ви звідки? Как у вас дела? Я из России. Все добре. О, співчуваю. Слава Україні. Ви розумієте нас хоча б? Не, я на украинской мове не размовляю, на российской мове разговариваю. Ви за Путіна? Ну, є кратко. Путина. У меня портрет там Путина, что ли, где-то висит. Не, это ковер от бабушки. Я за бабушку, за свою. Она мне завещала вот такой ковер, говорит, храни. Она труженицей тыла была. Угу. А- І за що вона воювала? Не, труженик тыла, ты не знаешь, кто это? Ну, Ні, это вот, не особо. ну, это смотри, вот Вторая мировая война. Мужчины воюют, а женщины и дети на заводах снаряды делают. Это вот. Ну, грустно как-то. Не думаешь? Да, ничего хорошего. А вы откуда с Украины? Там с какого Мы города? со или Львова. со Львова. Как, Да. как у вас там обстановка? Ну, такое. Ваши бомбят. А что-нибудь, вот я вот телеку я не особо доверяю, вот я решил, как говорится, вот так вот. Я вообще вот... Молодцы, да. Не надо.
я вообще не так часто вот тут, как вот в этой чат-рулетке, бывает что-то я там решил у украинцев поспрашивать, как там эта самая обстановка. А слышали что-нибудь про Азовсталь? Что там это произошло? Их эвакуировали или они сдались? Что там, как там произошло? Что-то все разные говорят. Сдались наши дипломаты договорились, что их вывезут, но не убьют. Потому что у нас был 1 солдат наш на 10 ваших. Они просто бы не выдержали больше. То есть их как Их бы... вывезли в Донецк, Луганск, на оккупированную территорию. Ну их поменять, что ли, хотят? Или как они там? Да. Да. Ну да, правильно, потому что уже, честно говоря, там уже все страдают, и местные жители там, потому что бомбы же они как, ну плюс-минус там падают, а завод тоже это большой, так, в самом деле все как бы... Ну да, там везде, там все страдают на любых территориях. Так что тут проблема не только в Азовстале. Проблема в Буче, Мариуполе и Ирпене. А что-нибудь про Краматорск слышали? Тоже до сих пор не очень понятно. В Википедии вообще написано, что чья-то ракета прилетела, непонятно чья, и убил 59 человек. Ваши курят просто не в нужном месте. Вот. И там бабах, все. Да, так что, да нет, мы не будем на вас нападать, мы вас бомбить тоже не будем, потому что нам нужны только свои территории. Мы не будем завоевывать вашу территорию. Так уже было сказано 1000 раз. Что-то я сегодня Зеленского смотрел, он рассказывал, по-моему, перед молодежью что-то выступал, сказал, что это, война будет непростая, еще там 10 тысяч жителей, этих военных должно будет умереть. Да. Но война это долгий процесс, понятное дело. Все будут умирать, и ваши, и наши, и детки, и старики, и мирные. Как вы к Зеленскому относитесь? Мы хорошо. Мы его выбирали, мы его любим. Почему плохо относиться? Он защищает нашу страну, нашу территорию. Не думайте, что это как бы хорошо, плохо, я просто как бы... относительно прошлых президентов, если его сравнивать, допустим, это самое... Как президента, это... Как политика, как президента. Мы поняли. Сначала не очень был, да. Потому что только пришел. Потом уже лучше. Потому что, он же новенький был. Он не особо разбирался в политике. К Зеленскому, как сказать. У нас раньше были российские президенты, потому что они были поставлены, а не выбраны народом. Вот тот самый Янукович. Вы знаете, что такое Майдан, правильно? Да, я слышу. Вот так вот мы ставились к прошлым президентам. Майдана сейчас нет, значит, люди уважают и любят президента. Значит, все нормально, все хорошо. Это как бы ваш это законный президент, а вот те, которые до этого были... Да. Это... Не особо. Порошенко мы тоже выбрали. Порошенко мы, да, потому что не было выбора особо. Там либо он, либо какие-то не очень. Порошенко... Но так, да. Порошенко, он, наверное, просто как бы бабла на этом срубил. Даже в России свои конфетные заводы не закрывал. Тут спорно на самом деле. Мы же не знаем, что там внутри происходит. Но он дороги сделал тоже хорошие, школы, садики. Вы к своему как относитесь? Мне он 5 лет до пенсии докинул. Сейчас до 65 на пенсию пойду. Угу.
А у нас... Вам 60 лет? Не, мне 30 лет, мне 30 лет хорошо сохранился, да, для 60 лет, да? Да. Это, я на пластику каждый понедельник хожу, вот сегодня сходил, это самое, вытянули сколько Ага. можно там сзади. Я поняла. Ну, а у нас к Зеленскому, знаете, как относится? Ну, как бы, как это, чтобы он ближе? Ну, говорящая голова, он как юморист, как бы, классный, а вот Да. как политик, вот говорят, как, ну, у вас есть вот такое, вот это, говорящая голова. Да, ну мы поняли, ну просто, ну, немного неправильно. Ну вы не разбираетесь. Вот хотите совет? Не смотрите Реально, телевизор. чтобы разобраться в ситуации, смотрите Арестовича. Смотрите Арестовича, серьезно. Просто посмотрите. пару выпусков. Арестович, это что не поймете. я даже понимаю, кто это. Это вот, это у вас Да. 19-го, или, не, 19-го или 20-го праздник был, как эта рубашка-то называется? Вышиванка. Да, вот. Вы его тоже голову видели? Да. Там Да, какая-то... вот. Ага. Вот, Ну, да, я узнаю. Да. Какая-то женщина посоветовала еще всем на паузу поставить, посмотреть на него на голову. Да, именно он. Да. Посмотрите вот его, возможно, вам станет немного яснее ситуация. Вот. Но вы не будьте как все, пожалуйста, потому что у вас масса людей просто глупые, необразованные и сидят, голосуют за Смотрят Путина. телевизор. Да. Не нужно этого делать. Пожалуйста, будьте с чистой головой всегда. Это важно. Ну, а что-нибудь про Одессу слышали? Вот то, что 2 Да, бомбят в Одессу. 2 мая 2014 года произошло, там, в Доме профсоюзов. Или может вам лет тогда еще Подорвали мало то, было? что типа нашу. Но- Не, ну мы были, да, маленькие, но я слышала, я поняла примерно. Это эти фанаты футбольные, да? Да, вот там футбольные, ну около фанаты это называется Да, как бы да, в да. спортивном мире. Ну, Ну, я да. так понял, что там две стороны было, вот эти около фанаты, ну и которые там, ну, это, я так понял, жители, кто, какие-то вот, короче. Нет, были фанаты. Нет, сначала были жители, потом к жителям присоединились фанаты, и против них были полицейские и эти ОМОНовцы. Да, помню. Там, потому что... А какой вопрос по этому? Так, ну, вы тогда, наверное, эту ситуацию не достали. Просто там вот этих людей в Доме профсоюзов заживо сожгли. Вот. Ну, вообще-то, эти фанаты, футбольные мирные жители, они лестницы строили и доставали людей. Ну, в общем, Есть ладно. видео много. Ладно, да. До свидания это- тогда. Проехали. Ну, вы слышали, да? Меня уже сагитировали, кого надо смотреть. Арестовича надо смотреть, Гордона, правильных чуваков, чтобы все понимать. А то, ну, вы поняли, да? Вот такое настроение у молодежи, да? Не, ну еще они сказали, не-не-не, мы на вас нападать не будем. Про Азовсталь, кстати, слышали ответ про Азовсталь? Их там, типа, в Донецк отвезли в больницу, а потом их обменяют. То есть, что им сказали? Этот Арестович, видно же, какой вот накачанный, мускулистый, блин, почти порноактер. Все, и вот этим девчонкам по 16-17 лет он лапшу это в Телеграме вешает. Они, ух ты, нихера себе, такой классный, сексуальный, он же не может врать. Конечно, нет. И тут все понятно, да? Ну, хотя там
иностранные средства массовой информации говорят, что это эвакуация. Украинцам сказали, ну они там в больнице подлечатся, и потом мы их, как бы, они вернутся домой, их обменяют. Это я подсказал. А что с ними там в Донецк их отвезли, что там будут делать? Я такой говорю, ну что, типа, обменяют или как? Да, обменяют, там они подлечатся, обменяют, потом на ваших 10 говорит, к одному. Нормально. 10. То есть за 10 бойцов Азовстали, за одного бойца Азовстали 10 наших. Да? Нет, за 10 ихних, одного нашего. Ну в принципе справедливо, как бы, тут же... Хотя, конечно, как бы неравноценный обмен, ну понятно же, как за кем сила. Так, ну, всем привет, здорово. Уже какой-то разговор стал клеиться. Ну, мы как бы с девчонками дошли до Одессы, ну там им, видать, уже мало лет было. 8 лет назад, если им там, 16-17, ну, даже как бы, 8 лет назад сколько им было? 8, 9, это как бы, у них, вот, начиная там от 18-го, от 20-го года, 22-го еще что-то можно спрашивать, а там у них уже все каша. Кто-то что-то рассказывал, кто-то что-то показывал, непонятно ни хера. Если бы я чисто теоретически не знал бы, что там произошло на самом деле, то вот по ихним рассказам бы я бы вообще ни хера бы не понял. Что там случилось, какие болельщики, кто какие лесенки подставлял, чтобы их достать. Вот представляете, если вспомнить, что там было на самом деле, и подставить вот эту картину, да? Вот эти вот, которые их бутылками закидывали, вдруг стали лесенки подставлять, чтобы их, типа, спасти. А кто их так добивал потом, когда они прыгали? Ну ладно, давайте еще тогда это самое. Сколько мы тут разговариваем? Не, еще мало, давайте еще кого-нибудь поищем. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар, 4 позиции сейчас покажу. Что-то в Украине вообще не хочет общаться. Надо походу замену стримера делать. А видели, там какой-то мужик такой большой, накачанный, здоровый. Блин, с ним бы я пообщался. Страшно было бы, но я бы пообщался. Було збито парк, максимум 3 ГБ. У мене зараз
Так где я палюсь-то, я не понимаю. Что случилось? У меня флага нету, все как бы. Медали, на медалях ленточки, что ли, у меня. Я даже ни слова не говорю. Что такое? Братик, давай. Здрасте. Таня пойдет. Здравствуйте. Я из России. Что? Давайте пообщаемся. Не, пока. А чем вы Украину поставили? М? А зачем Украину поставили? Чтобы пообщаться с украинцами. Логично? А зачем вам надо? Зачем вам надо? Не скажу. Чтобы, чтобы узнать, чем на самом деле это Украина живет. Телеку нельзя доверять. Сейчас такое время. Жили хорошо, пока они пришли русские. А что-нибудь слышали про Азовсталь? Что там произошло? Да. Там... Вот на этом мы пообщались. Только как бы спросил про Азовсталь, все. Или может как-то издалека, там трешь, мнешь, там туда-сюда. Ну, это же неинтересно будет. Плохо, я украинский не знаю. Знал бы украинский, наверное, как бы можно было... Ну, меня как бы... Меня тут в Красноуральске нет знакомых украинцев. Как я только на русском начинаю разговаривать, все. Срывается разговор. Че, может начинать украинский тогда учить? Так у меня акцент не будет, как бы соответствующий. Это все равно будут меня сказать, а что-то ты как-то это самое с каким-то русским акцентом это разговариваешь. Ну ладно. Вот у меня, если что, я кнопку держу на всякий случай, если там сиськи, там титьки, письки там какие-то будут попадаться, я хоп, сразу нажму кнопку. Да, я думаю, не пригодится сейчас все. Это уже в прошлом. Ну, ковер на заднем плане. Ковер, говорит, на заднем плане и переключился. Я даже ничего не сказал. Вибачте, хомяк не продається. Тут побачив. Привет. Привет. Это у вас там буква З написана? Где? Какая Где? буква З? Сзади. Какая буква З? Сзади. Не. Сзади? Не. Да. Вот, тут медали. Вот, тут медали. тут медали, вот тут ковер, медали. А тут картина. Ковер, а тут картина. А чё медали? А, забег. А, забег. А вот Скажи слово поляными. А вот я из России, я не смогу это сказать. я из России, я не смогу это сказать. А вы за кого вообще? Я Я нейтральный к этому всему. нейтральный к этому. Понятно. Ах, это капец. Все, тут, что, медали перевесить? Ну, буква ГЗ, вот где тут буква З, покажите мне, пожалуйста.
Все, убрал медали. Какая буква З? Что за... Все? Где она букву З увидела? Меня даже на наушниках нету. Буква З, говорит. Какая нахер буква З? Поленица. Я в душе не это самое, как это, поленица говорится. Что-то сегодня не клеится общение. Никто не хочет за Украину пообщаться. Привет! Ты чё за рулем спишь? Так я же не еду никуда, друг. А ты из какого города? С Киева. В такси, что ли? Таксуешь, не? Да. Ну, сейчас в Ирпене. Вечером буду в Киеве. То есть ты так, между городами, да? Везде. Вот и пообщались, да? Взял парня, разбудил. О, капец. Вообще что-то как-то... Ну, хер знает, что... Ну, может быть, сейчас... Все лишнее убрал. Только картина и ковер. Ковер вообще, как бы, крайне положительно это должен влиять на это все. Так, камеры, давай ты меня слишком не увеличивай. То будешь палить меня, скажут, что тут. Ну, извиняйте меня, я вот как бы, ну хер знает, что-то сегодня какой-то день не рыбный. Действительно, в следующий раз в субботу тогда устроим. Мы пока не расходимся. Надо будет что-нибудь типа субботы. Что-то... Капец. У одного свистит, у другого пердит. Третий микрофон в жопу затолкал. Видели, какая-то нацистская татуировка была? Ну-ка, я сейчас на паузе посмотрю. Что-то такая, какая-то татуировка была. Что-то, то ли крест, не крест, что-то. Да, что-то такое нацистское. Я, короче, сильно не разбираюсь, но там вот, короче, такой крест, какой-то немецкий, и что-то какая-то там птица, не птица, что-то такое. Жаль. Вот с этим бы тоже интересно было пообщаться, что он там... Не, я примерно понимал бы, что он говорил, если бы он на русском говорил. Какой-то националист определенно, судя по татуировке. Я, конечно, какого батальона, какого этого самого, какого подразделения немецкой армии нет, но вот там вот этот вот характерный этот крест был и какая-то там птица.
Ну ладно, давайте еще попробуем. Віддай. Віддай мені свою душу. Ты что, снимаешь монетки? Нет. Это да. Красивый ковер у тебя. Привет. Привет. Ты откуда? Из Москвы. Понимаю. А где украинцы все? Почему мне русские попадаются одни? Ты, говорит, откуда? Из Москвы. 167 тысяч человек. Тут что, нет украинцев? Вот беда. Чертовы ютуберы развелось их как собак. Всех украинцев распугали. Сейчас все ходят над украинцами поржать. Как вам не стыдно? У вас совести вообще нету, ни на грамм. Сейчас они даже общаться не настроены. Мне срочно нужен человек, который умеет на украинском говорить. Иначе вся миссия будет проваливаться. Ну ладно, еще я не знаю. Как-то в прошлый раз как-то удачно вот на того мужика попали и все. Вроде у меня лицо такое как бы ничем не примечательное, среднестатистическое как бы лицо. На улице меня тоже не узнают, ну. Хер знает, я не знаю. Ну еще попробуем. Залетаешь, видно? Привет. Привет. Загадку хочешь? Давай. Кто живет под землей? Крот. Возьми хуй в рот. О, молодец. Пошуть. Блин, шутка просто. Вызывайте санитаров. Я сейчас со смеху умру. Оцените эту шутку в чате от 1 до 100, где 100 дегенерат. Да и хер знает, какие там еще другие баллы. А если бы я неправильный ответ ему сказал, там, типа, кто живет под землей? Ну, меня опять выкупили, да, но он русский знает, я понял. Надо было сказать ему, кто живет под землей? Азов. Что бы он тогда сказал? Он бы, наверное, послал. Ну ладно, все, мы запомнили этот прикол. Все, это у нас короткий ролик. Отгадай загадку. Украинец загадал загадку. Все, как бы. Класс. Пойдет. Неплохо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам удается совмещать? А чё нет? А, Почему вот и нет? а какой это город? Днепр. М. Как у вас там дела? Да вроде хорошо. А как вы я из России. Да. А как вы
слышали что-нибудь про Азовсталь? Это у вас сейчас актуальная тема? Азовсталь? Ну да, всем как бы по телеку же. Телеку нельзя же доверять. Вот про. Я вот решил пообщаться с людьми, как там какие-то. Да чё, обидно. Мирное население вывезли в Запорожье. Пацанов, которые стояли там больше 60 дней, к сожалению, их взяли в плен. Надеемся, что их поменяют. Ну да, так-то логично. Ну, смотрите, с одной стороны, там же немало... Если вы мне сейчас будете говорить про нацистов, я буду очень сильно зол. Очень сильно зол. Не. Зачем мы же? Давайте с вами нормально, адекватно общаться. Вы адекватный, гляжу, человек, я тоже адекватный человек. Я что хочу сказать? С одной стороны, видите, это сейчас все закончилось, их там это подлечат, там же немало сильно раненых было. А там на наших каких-то тоже сменяют. Ну да. Только я может быть, ни хера, конечно, военной стратегии не разбираюсь. Зачем они так туда, в Азовсталь, прорывались? Ну, потому что ты же знаешь, что Мариуполь сравняли с землей? Ну то есть, как бы, они... Ну, то есть, как бомбоубежище, ну, а куда им надо было уходить? Ну да, тогда логично. Они собрали максимум мирного населения, завели бомбоубежище, позаводили, собирали всю еду, всю воду туда сносили. Ну и когда начали прям сильно-сильно накрывать, уже они тоже туда спрятались. Ну, Азовсталь прям, есть видео конкретно, там где накрывают прям Азовсталь. Вот просто, зная, что там есть мирное население, зная, что там есть военные, которые просто банально прячутся от бомбежек, все равно накрывали по Азовстали, валили с градов, с ракет там всяких. Ну, то есть выбора не было, это все, это и президент общался лично в сообщениях, есть этот скриншот, то, что президент лично общался о том, что пацаны, типа, давайте вы, типа, сдавайтесь, это на 30-й день войны, вы, типа, сдавайтесь в плен, а мы вас поменяем. Пацаны на что ответили? Нет, мы сдаваться, типа, не будем. Но когда уже безвыходная ситуация и уже начался, типа, ну, ни еды, ни воды, много раненых, они, естественно, сдались, дабы спасти хотя бы мирное население и раненых. Ну, это да. Это, с такой точки зрения это правильно. Просто я слышу эти забугорные новости. Там это все говорят, что как бы типа эвакуация. Вот там вот так это называют. На 47-й день бомбежки в Мариуполе по Азовстали вывезли 2 автобуса мирного населения, которые смогли вывезти с помощью ООН в Запорожскую область. Вот это вот и начиналась эвакуация. Первые 2 автобуса вывезли с Мариуполя. Ну, а потом просто не давали даже вывезти. Бомбежки просто тупо не прекращались. Вот и все. При этом постоянно по поводу Азовстали были разговоры. Они пытались найти общий язык, чтобы спасти хотя бы мирное население, раненых, и дать вывести, дать зеленый коридор. С условием того, что военные, которые не раненые, ничего, они идут в плен. Но это как бы нормальная тема для войны. То есть как бы... Есть даже эти письма, которые, ну, они прям официальные письма к какому-то там, военному начальнику России о такой просьбе. Потом ООН отсылала эти письма, ну, такие же письма в Россию, на что согласия не было. Поэтому пришлось сдаваться так. Как-то так. А что-нибудь можете мне рассказать про Краматорск? Я вот пытался, даже в Википедии вводишь, когда Краматорск, там написано, что чья-то ракета прилетела, непонятно чья. Никто ничего не подтверждает.
Ну, рассказываю. Прилетела ракета «Кинжал». Знаешь такую? Кинжал? Да. Это сверхзвуковая, что ли? Ну, типа русская вот эта вот ракета. Ну, вроде бы «Кинжал», точно не помню. Или не «Кинжал», блядь. Не точка У, не? Может быть даже... не точка У. Если бы точка У, то я бы запомнил. Короче, прилетела ракета прям в вокзал. Причем Краматорск был под нами. Угу. Ну, У меня за 2 часа из Краматорска у меня до вот этой ситуации у меня у друга только-только выехала мама с Краматорска. Он сам с Краматорска, он уже 8 лет здесь, в Днепре. И за 2 часа до этого взрыва, типа, у кента только выехала мама. Оттуда, с того же вокзала. Просто повезло. Ну, то есть... Как-то там. То есть наша ракета прилетела, да? Да. Ну, может быть, конечно... Может, там ситуация, Википедия, смотрю, конечно, это что-то шифруется. Обычно в Википедию там плюс-минус правду пишут, все-таки как бы такая... Ну, про Мариуполь, я ж надеюсь, ты тоже про детский дом, ой, про роддом смотрел. Что пишет Википедия? Если честно, про роддом я там в Википедии, ну, не это самое. Да уже это как-то с этой повесткой как-то это все замылилось. Вот сейчас... Я советую, смотри, я не то чтобы там прям сильно буду доказывать, что все там наши правительства, они правы, неправы. По-любому тоже где-то кто-то не прав. Все ошибаются, все, ну, есть и у нас пидорасы. Ну, есть. Никто этого не отрицает. Я в данном случае смотрю новости. Наши, русские, от чего прям сильно охуеваю. Смотрю новости BBC, смотрю новости Франции, смотрю новости Германии и новости, если мне прям пиздец как интересна эта тема, когда я уже прям сильно влажу. Я еще очень стараюсь перевести, блядь, новости Арабских Эмиратов. Они тоже говорят об этой ситуации. И вот когда вот эти многие, ты понял, СМИ соединяются в одну цепочку, то ну, это и является правдой. Потому что смотреть тупо за одними новостями, ну это бред. Понятно, ты когда смотришь вот так вот, анализируешь по куче новостей, ты многое теряешь какой-то информации. Но вот такие вот глобальные события, которые там, ну прям глобальные, ты просто понимаешь, где кто врет, а где кто не врет. И, к сожалению, зачастую русские новости, вот это прям полный пиздец. Они въебали Мариуполь, в котором реально были роженицы, и есть видео четко после взрыва. В прошлом или позапрошлом году я занимаюсь кондиционированием, вентиляцией, и мы там восстанавливали школы, садики, детские больницы, роддомы, ну то есть все вот эти государственные, знаешь, учреждения. И у меня из моей компании пацаны ездили как раз в этот роддом в Мариуполь. И там делали вот этот фасад, который постреленный. То есть подделать что-то это нереально. Вот максимально нереально. Они говорят, блядь, вот я помню вот этот вот фасад, пацаны его там делали, наверное, месяца 2. Ну то есть они там были. Делали там вентиляцию, кондиционирование в этом роддоме. И мне пацаны показывают, смотри, говорит, ебать, вон кондер наш, мы монтировали. Ну, то есть, типа, вот в таком формате. И понимаешь, в чем суть? Подделать то, что там якобы произошел взрыв, это бред, блядь, это невозможно. Там весь фасад побитый. То есть, ты вот так вот не натыкаешь фасад за 2-3 часа. Даже если ты находишь туда, ну, я не знаю, 100 человек. Это, ну, надо как-то все понимать. Воронку ты тоже идеальную не выкопаешь. Как они рассказывали, что они не стреляли. Потом по итогу, блядь, вы стреляли, и хер пойми, они сами не могут разобраться, кто стрелял, а кто не стрелял. Поэтому я тебе очень рекомендую зайти в Википедию и посмотреть по роддому в Мариуполе все-таки. И ты там увидишь какую-то для себя очень ценную информацию.
Когда там четко в Википедии пишет, то, что российские войска нанесли, блядь, ракетный удар по роддому в Мариуполе, пострадали нахуй роженицы, пострадали дети, ну, то есть там прям пиздец, вот реально пиздец. И этот роддом работал, вот, ну, ты просто представь, как, понятно, бомбежки, не бомбежки, ну, когда женщина на сносях, вот прям уже все на сносях, ее никуда не перевезут. Она не будет рожать где-то в подвале. Она, естественно, рожает в этом роддоме. То есть роддом закрыть никак не могли. Вообще, вот совершенно никак. И после взрыва ты можешь внимательно посмотреть по вот этим комнаткам, которые расхерачены нахер. Там, где окна повылетали, все оборудование нахер повылетало. Можешь посмотреть, вот там хоть где-то хоть какая-то тактическая вещь есть, вот военная. Вот, блядь, ну вот просто представь, вот взвод солдат, да, приходит в какое-то помещение, то есть понятно, у них куча шмоток, рюкзаки, да, там спальники, какая-то тактическая там херня, блядь, оно по-любому бы где-то лежало, по-любому бы где-то засветилось. Ну, может быть, смотри, там не то чтобы целая армия, может там какие-то, ну типа, знаешь, такие наблюдатели были какие-то, да, наши их спалили. Ну и это самое, там, не стали разбираться, там батальон, не батальон. Ну какие-то люди, которые наблюдают там за колоннами, за передвижением техники, сообщают расчетам соответствующим. И поэтому валят по роддому, да? Ну, а что ты скажешь по поводу взрыва у нас в Днепропетровской области? Только-только привезли туда переселенцев в творческий дом. Ну, типа дом творчества в поселке. Только-только привезли переселенцев в Синельниковскую область. И на следующий день, блядь, туда прилетела ракета. Переселенцев, которые только уехали от войны, и к ним, блядь, в это помещение прилетает ракета. Да, достаточно странно. А это за 8 лет ничего подобного там не было к ним прилетов? Нет, к сожалению. У нас с 24 числа в очень многих областях появилось очень много прилетов. Ты понимаешь, тут суть в чем? Жили мы себе спокойно, пока кто-то, блядь, у кого-то не стукнуло в голову. Просто, блядь, зайти ракетами, блядь, перехуярить все аэродромы, блядь, аэропорты, аэродромы в Украине и начать, блядь, заводить свои сюда танки, войска, блядь, с оружием. Ну, вот просто представь, вот ты там, да, с России. Я, к примеру, приезжаю к тебе домой, захожу в какую-то твою комнату и говорю тебе, все, вот эта комната моя. Как ты отреагируешь? Негативно. Вот. Буду как-то отстаивать там. Негатив. По поводу 2014 года тоже тебе могу рассказать, прям, и ты прям вот цепочку вот эту логическую немножечко построй. Был у нас такой президент Янукович, который не устраивал большинство населения, наверное, процентов так 70-75. Вот он не устраивал никого. Мы хотели в Европейский Союз, так как у нас слишком много людей побывало в Европе, поработало там, пожило там. Мы видим уровень жизни, мы понимаем, насколько это лучше, насколько лучше там инфраструктура, насколько лучше заработные платы. Да, возможно, в чем-то коммуналка дороже. Ну, на данном этапе, у меня жена сейчас в Польше, я их отправил от этих ракет в Польшу. Они снимают квартиру у бабушки. Бабушка, которая на пенсии. Вот эта бабушка себе на пенсию позволяет 2 раза в год слетать куда-то на моря, слетать куда-то в океан, понимаешь? Вот это уровень, к которому мы хотим стремиться. А не так, как у меня бабушка живет. Сейчас мы что, как бы не в Европейском Союзе, хотя к этому стремились. Да, у нас вроде бы там в последнее время начало что-то улучшаться. Как бы чуть-чуть все лучше до 24 февраля. Мы себя намного лучше начали чувствовать. По всему, вот полностью по всему. И дороги, и, блядь, коммуналки, и зарплаты, то есть намного лучше стало жить. Так вот, у меня бабушка не может себе на сегодняшний день позволить куда-то полететь. Ей этих денег, которые она получает пенсию, ей хватает на жизнь. То есть как бы заплатить коммуналку, там, прожить как-то, но ничего большего, понимаешь? Ну, у нас примерно так же пенсии. Вот, а мы стремились все-таки к чему-то лучшему, мы хотели в Европейский Союз.
Виктора Януковича это никак не впечатляло, потому что он понимал, что он так денег не заработает на свои золотые унитазы. Я надеюсь, ты видел это видео с золотыми унитазами и батонами. Так вот, суть в чем. Начинается Майдан, начинается он со студентов. Студентов выходят, хуярят Беркут. Как у вас в России, там Нацгвардия, не Нацгвардия, как они у вас там называются? Росгвардия. Начинают хуярить дубинками, грузить в автозаки. Люди поднимаются, типа, какого хуя? Приезжают со всей Украины в Киев. Начинаются Майданы по каждому городу. Ну, в каждом городе начинается Майдан. Начинается изменение власти. Выгоняем нахуй таких всех пидорасов, которые просто воровали бабки. Просто воровали бабки с бюджета. Не было нихуя. Ни дорог, ни освещения, блядь, в селах, ни асфальта в селах. Нихуя не было. Нихуя. Просто, знаешь, что люди ебашили, лишь бы прожить. Вот и все. Никакого развлечения, никакого удовольствия от жизни. Мы выгоняем Яныка. Он текает в Ростовскую область. Ну, я думаю, это известно тебе. Сам Янукович, он с Донецкой области. И он человек, приближенный к авторитетному миру. Это он даже сидевший. То есть там как бы все, блядь, есть вся полностью поголовно его все движение. Естественно, как у криминальных авторитетов, у них есть какая-то, да, там, ОПГ, банда, ну, то есть, вот какой-то круг людей. Естественно, он у него в Донецке. Телефонный звонок: алло, пацаны, я ебал, я с Украины уебаю, но мне надо Донецк и Луганск, блядь. Я хочу хотя бы там на шахтах отмывать свои бабки, которые мне нужны. Вот и все. Пацаны берут, блядь, какое-то оружие, которое у них первое было, и начинают там что-то, блядь, марафетить, куда-то что-то крутить, людей выкручивать, потому что у них есть какая-то власть. Минимальная, но она есть. Все, и начинается движение, блядь. Дальше приезжают, кто там, Моторола, Гиви, откуда они приезжают? С России, блядь. Завозят нахуй оружие. Откуда? С России, блядь. Завозят танки. Откуда? Грады завозят откуда? С России, блядь. Какого это хуя Россия полезла в первые же дни, блядь, когда закончился Майдан, когда выгнали нахер Яныка, почему началось завозиться оружие, блядь, в Донецкую область с российской стороны? Потому что это выгодно им, потому что шахты, блядь. Они понимают, что у вас же помешанность, вот это вот, ты понял, у правительства, типа, ископаемое это все наше и не ебет. Это просто помешанность. И при этом, извини меня, пожалуйста, но у меня вот ни у одного знакомого не осталось ни единого ковра на стенке. У всех уже сделаны ремонты. Я не то, что там пытаюсь, но вот эта тема, они у вас воруют, сука, воруют, блядь, а вы нихуя сделать не можете. Вот и в этом вся проблема. И у вас это, к сожалению, продлится еще долго. Потому что сейчас уйдет Путин, блядь, а после Путина придет какой-то его еще залупа, которая, блядь, знает уже все эти кормежки, не кормежки, и у вас нихуя меняться не будет. Пока вы сами не встанете и не начнете хуярить точно так же, как мы хуярили в 2014 году, это ебаное правительство. Да, потом пришел... Я всегда говорил, что надо было Жириновского поставить. Ну, он же тоже там не ой. Ну, хотя хер знает, может быть. Но он хотя бы умный, у него 3 или 4 этого высшего образования. Какие-то Я такие... тебе скажу так, у людей, у которых чем больше высшего образования, тем хуже. Объясню почему. Он становится слишком умный, блядь, в плане, как тебе сказать... Вот когда человек с народа, блядь, пришел, вот когда он просто с народа пришел, это намного, вот как у нас Зеленский. Он, блядь, он обычный бизнесмен, он обычный актер, блядь, актер. Чувак сейчас такое показывает, все нахуй просто охуевшие, насколько он человечно поступает, насколько человечно подходит к каждому вопросу. Блядь, ему люди в Европе, блядь, ну где он, куда он не приехал, ему аплодируют стоя, блядь. Потому что никто от него такого не ожидал. Мы сейчас, не то чтобы я там ним восхищаюсь или еще что-то, но он за эти, сука, ну сколько, ну я не знаю, наверное, за лет последних, да, блядь, за всю мою жизнь, это самый адекватный президент у нас в стране, самый адекватный, он сделал больше всех, блядь, чем, сука, эта вся шайка вместе взятая. За, сука, его правительство у нас, блядь, построилась хуево туча мостов, которые не могли построить еще Советского Союза. Построили, блядь, 16 тысяч километров дорог,
восстановили нахуй все садики, все школы, блядь, добавили туда сейчас вентиляцию. Ты просто представь, у нас в школах, в классах кондиционирование, блядь. У нас дети сидят в жару в комфорте. В школе. О чем говорить? Я просто сам, без пиздежа. Вот лестница. Ты понял? Я занимаюсь кондиционированием, вентиляцией. И я это все видел. У меня, вот если очень интересно, у меня есть инстаграм-страница, в которой я там веду там свои работы и показываю то, что я делаю. И есть там эти школы, блядь, есть там эти детские садики, которые мы делали. То есть все это есть. И доказывать там, что, блядь, вот Украина там, блядь, как-то хуево живет или еще что-то. Это все сказки. Мы за эти 3 года его правления, блядь, зажили так, что просто пиздец. Если у меня при Порошенко там зарплата была там $200, $300, блядь, то сейчас у меня 1,5, на секундочку. И при этом цены остались те же самые, что при Порошенко. Я себе позволяю сейчас, понимаешь, за прошлый год я себе купил лодку, мотор, блядь, купил нормальный телефон, блядь, обеспечил семью, знаешь, вот как-то, блядь, сейчас строю дом. Сейчас уже, к сожалению, не строю, блядь, потому что сейчас, естественно, в таком положении просто нет, блядь, возможности брать откуда-то эту работу. Потому что люди, естественно, боятся что-то делать, боятся строиться. Вот и все. Просто сейчас из-за вот этой ебаной войны остановилась полностью вся, блядь, экономика наша. Она просто стала и стоит, ждет, пока это все закончится. Но при этом бабки есть, люди ездят, все, люди гуляют, люди отдыхают. То есть я хуй знаю, я не знаю, как тебе объяснить. Вот это логическая цепочка по поводу Януковича и его, блядь, пидорасов, которые сидели в Донецке. Вот ты просто о ней задумайся, и потом людям, которые мне рассказывают, да где вы были 8 лет, да какого хуя вы 8 лет назад, блядь, завезли этим, блядь, криминальным пидорасам оружие, блядь, и дали им в руки, нахуй. Вот и все, понимаешь, это просто очень большая ОПГ. Очень большая ОПГ. Это криминальный мир, который, блядь, он и здесь у нас, в Днепропетровске, процветает. Но здесь его держат, блядь, реально у нас каждый божий... У нас, чтобы ты понимал, за время... пока у нас при президентстве Зеленский, у нас столько нахуй людей посадили, просто пиздец, позакрывали нахуй этих пидорасов, которые, блядь, воровали бабки, судей продажных позакрывали, прокуроров нахуй позакрывали, мусоров сколько закрыли, что просто пиздец, взятки нахуй, любая взятка, даже на дороге нахуй, все тебе пизда. Всех мусоров поменяли полностью, всех. Вот это раньше было у нас там ДПС, да? Сейчас нет, все, закончилось нахуй. Уже закончились вот эти сборы на дорогах, блядь. А про Одессу что можешь рассказать? Что там? Да, вот. В доме. Честно, я тебе скажу честно, я, правда, об этой теме прям, не сильно знаком. Я, что-то там слышал, что-то там кого-то где-то в каком-то доме, что-то там сгорел, кто-то там пострадал. Но, честно, я не вникал. Вот максимально не вникал. Точно знаю, что у нас в 2014 году некоторые, вот эти вот 30% людей, которые остались, типа, вот мы в России, мы таможенный союз, все, блядь, вот все украинцы орали: Москва, чемодан в руки и на поезд. Пожалуйста, вопросов нет. Украина, блядь, это отдельное государство, в которое мы построим, которое мы хотим как народ построить совсем по-другому. Вот совсем по-другому. Нам не надо вот это... У нас полиция должна служить на человека, а не на власть. А у вас она служит на власть, а не на человека. У нас, я лично принимал, у нас когда-то была... это приком. Как раз Порошенко ушел, и только встал Зеля, буквально там первые месяца. И у нас там был вопрос по таможенному сбору, по акцизу на растаможку автомобилей. У нас с Европы очень дохуя гоняется машин сюда, в Украину. И мы очень хотели, чтобы нам снизили акциз. И мы там типа Евромайдан, там туда-сюда, Евромайдан, типа, блядь, мы там хотели, чтобы нам снизили акциз. Ну, чтоб ты понимал, мы подходим, я поехал в Киев с плакатами, собрались, мы там, блядь, нас там дохуя, человек, наверное, может там 1500-2000. Приехали мы под Киев, под офис президента,
И начали с этими плакатами кричать там типа уберите акциз, блядь, свободу там типа, блядь, автомобиля, ну то есть в таком формате. У нас даже был случай, когда человек купил за границей машину, пригнал и не смог растаможить, потому что оно оказалось дороже, чем сама машина стоит там за границей. И он ее спалил прям, блядь, под офисом, ну на этой площади, потому что, ну смысл ему от нее, ну смысл. Ужас. Да, и вот когда мы подошли под этот офис и начали орать, типа, вот мы хотим, ни единый охранник никого не тронул. Ни единый мент никого не тронул. Никого вообще. Вышел не секретарь, какой-то человек. Спросил, кто главный из этой всей сходки. Нашли главного, который собирал этот автоевромайдан. Попросили его пройти в офис вместе с ними. Как он потом рассказал, естественно, он всем 1500 не расскажет. У него есть видео с тем, как он объясняется, почему его позвали в офис президента. У него есть видео, о чем они общались. Президент, блядь, страны, только-только, который вступивший, говорит, ребят, я все понимаю, но я только первый месяц вступил, у меня тут куча дел непонятных. Я хочу сейчас очень много чего поменять, очень много кого выгнать, потому что здесь слишком много коррупции. И так же самое, если мы уберем вот эту вот коррупцию сейчас, у вас упадет этот акциз. Говорит, я ж не против, я только за, я хочу, чтобы уехали эти «Жигули» на свалку. Человек, блядь, президент просто лицо в лицо какому-то, блядь, просто обычному человеку объясняет, что и как сделать. И не сидит там, блядь, от него на 850 километров. Человек зашел, он поздоровался за руку, блядь, и просто пообщался, объяснил ситуацию. Чувствуешь уровень? Угу. Когда ваш президент последний раз вот так вот с обычным гражданином каким-то общался лицо в лицо? Ну, а когда ваш президент вел инстаграм-страницу, блядь, в которой он рассказывает, что у него и как у него? Сколько помню, Путин вообще интернетом не занимается. Вот у нас Медведев, вот у нас был, он как-то что-то выкладывал. Как президент Медведев был вообще никакой, но он, знаешь, пообещал, сказал, что у всех будет высококачественное телевидение и интернет. Вот что он пообещал, вот это сейчас в любой деревне, глуши есть телек и интернет. Но он потому что этим всем пользовался, видать. У нас это вообще не является проблемой интернета, телевидения. У нас это везде, просто везде есть. Где бы ты ни был, у нас это есть везде. Но я говорю о более, как-то, знаешь, высоких вещах, которые, блядь, все-таки ж поднимают куда-то страну и выводят ее на какой-то новый уровень жизни. И ее население аналогично. И вот мы к чему-то стремились, блядь, пока вот просто 24 числа не начали залетать ракеты, блядь, просто по аэропортам, а далее, блядь, по мирному населению. У меня у кента в Обуховке дом, и от него за два дома от него расхуярило дом. Его дом не зацепило. И он только неделю назад вывез семью за границу. Только. А это просто поселок, блядь, просто поселок. О чем говорить? Ну, а ты слышал, короче, такую тему вот эти вот иностранцы двигают про типа всеобщий голод, то, что там надо с Украины быстрее зерно вывозить, вот такое, что-то слышал. А кто вывозит с Украины зерно? Тебе рассказать? Есть же видео, там, где машины, спизженные машины в Украине с буквой Z, зерновозы, везут это все в крымскую сторону. Угу. Кто пиздит зерно с Украины, с оккупированных территорий? Вот там, где только достают, оттуда и вывозят сразу в сторону России. А где нашли комбайны украинские под GPS? Ну, все же комбайны, знаешь, есть вот эти GPS, ну, уже модные, типа джундиры. Где нашли, блядь, комбайны украинские? Где? Не знаешь? В Грозном 3 штуки. В Грозном, блядь, 3 комбайна украинских
оказалась, блядь, каким-то чудом в Грозном. Что думаешь насчет того, что там эти американцы, европейцы говорят про голод? Типа они говорят, короче, Россия не поставляет, на Украине будет не урожай, и, короче, вот такую тему задвигает, Да, короче, ну, за голод. Слушай, ну вот это бред все, блядь, голод, не голод. Я максимально сомневаюсь. У нас идет полностью пассивная, люди сеются, садятся. Как бы говорить о том, что будет голод, я сильно-сильно сомневаюсь. Потому что в любом случае хавчик будет. В любом случае. Есть живность, есть сейчас соевые, есть, блядь, как минимум Китай, который производит тоже очень дохуя продуктов, очень дохуя. Я вот до тебя с мужиком общался, тут пару человек, тоже с твоего города, я у него спрашивал, тоже он, похоже, ну, как бы автолюбитель, я так понял, я у него про горючку спрашивал, он сказал, что типа бензин подорожал на заправках. А у нас дефицит. То есть, да, есть. Ну, у нас же, ну, знаешь, да, у нас же есть, была Кременчужская нефтеперерабатывающий завод. У нас, ну, вот это ж пидорское вот это отношение, типа, въебать по отраслям, которые зависят напрямую для людей, для населения. То есть, опять же, без топлива ты что, привезешь продукты в магазин? Без топлива ты привезешь там сырье какое-то на производство для продуктов? Нет. А российские ракеты прилетели конкретно въебали нефтебазы, въебали нефтеперерабатывающие. Ну, сейчас у нас с топливом геморрой. Почему? Потому что, естественно, война в стране, логистика нарушена. Это, ну, как бы понятно, нормально. Бензовод, то есть, если у нас через трубы, да, шло, блядь, топливо, то сейчас у нас оно полностью идет все цистернами, все полностью возится. И возится оно теперь с Польши, вот, к примеру, мы возим топливо, ну, то есть со стран европейских. Нам как бы продают, там дают, помогают, и это топливо просто очень долго доезжает. И так как логистика увеличена, то есть затраты на привоз топлива увеличен, то, естественно, и топливо подорожает. Это логично, то есть тут как бы... А что ты думаешь, вот сколько вот это... Продлится? Да, продлится, чем закончится? Ну так, я вот, думаю... по ощущениям. По ощущениям, я думаю, конец года. Конец года, и ну, мы на это надеемся, я не то чтобы там уверен, но мы должны, нам же территорий нахуй ничьих не надо. Вот не надо вообще никаких. Ну, нам наши отдайте и дайте спокойно жить, блядь, и развиваться. Все, нам больше ни хера не надо. И так тебе скажет любой украинец, любой. Вот нахер не надо ничего. Ну, есть, конечно, неадекваты, которые, блядь, в Москве АТБ построим там или еще, ну, то есть, ты понял, там, есть. Есть люди уже тоже, некоторые прям на взводе, потому что, ну, ситуация тяжелая, я не знаю, насколько там вам понятно. Ну, мы жили, развивались, блядь, тут хуяк, работы нету, с топливом проблемы, семью, блядь, приходится вывозить хер пойми куда. Это все ж максимально тяжело и морально, и физически. И, ну, есть некие проблемы. Ну, а как? Это страна, в которой идет война. То есть, по-другому быть не может. Это логично. Надеюсь, что наши войска просто сдвинут все русские войска, выведут за границу и все. И дальше просто сдерживать оборону на границе. Больше нам ни хера не надо. Ни хера. Ну, смотри, а как ты думаешь, вот может такое вот как вот в свое время Германию разделили там, короче, ну, вот, на две Германии? Вот как наподобие такого сценария? Нет. Ну, я думаю, что нет. Одна часть. Но, как... смотри, ты смотришь новости, у вас там рассказывают, что в Херсоне все хорошо, все классно, да? Что люди там благодарны, да? Ну, Херсон сейчас под оккупацией находится.
Вот. А фактически по Херсону клеятся наклейки, что типа вот военные посты, которые патрулируют город, я тебе даже, наверное, как-то... не покажу, это надо выходить. Короче, военные посты, которые российские, которые патрулируют город, и они видят наклейки, типа, мы знаем, во сколько ты патрулируешь, типа, тебе пизда. Там военные сейчас в Херсоне боятся ходить, просто ходить. Там сейчас партизанская война началась. Люди, обычные люди, делают коктейли Молотова, и если они знают, что где-то в каком-то учреждении, которое заняли российские военные, они его нахуй палят. Как ты думаешь, люди, сами люди, готовы принять русскую власть, если они делают такое? Навряд ли. Ну вот, если ты против власти, то ты ее не будешь принимать никак. Тебя по факту, это ж, понимаешь, я же тебе говорю, это просто банально, диктатура. Вот у вас в стране это диктатура. Как бы красивая, завуалированная, но она диктатура. Вы не можете, у вас нет свободы слова в стране. К сожалению, вот ее нет. Вы не можете выйти на площадь и выйти с плакатом, с правильным плакатом «Я за мир», да, во всем мире. Это ж как бы адекватно. Или там, к примеру, я против войны. Я могу выйти об этом и сказать. Понимаешь? А у вас, если, блядь, человек выходит на какую-то центральную площадь с плакатом «Я против войны», его нахуй садят в автозак, блядь, и везут... это же долбоебизм. Долбоебизм. У нас, видишь, да, просто так не выйти. Чтобы куда-то выйти, надо согласовать через полицию, что у тебя этот самый, митинг, Ты не митинг. согласуешь. Ты не согласуешь. Я тебе зуб даю. Вот не согласуешь. У меня сейчас, я тебе честно говорю, у меня одногруппник находится в Нижнем Новгороде. Он сам с Украины. И брат его там, у них там оконный какой-то бизнес, они туда давно переехали, у них отец сам с России. Они, они, блядь, сейчас понимают то, что они заложники. Они по факту сейчас заложники. То есть, они хотели выйти на митинг. Какой-то там их организатор решил этот митинг согласовать. Причем митинг мирный. Пошел договариваться, его послали нахер и сказали, никакого нахуй митинга. Так как ты согласуешь митинг, если тебе не дают согласовать? То есть вышел без согласования, тебе пиздаст. Начинаешь согласовывать, на тебя начинают давить структуры, там, начинают тебя вот эти всякие СОСы, как вот эти ваши структуры. У нас СБУ, а я не знаю, как у вас там. Начинают проверку твоей личности. ФСБ. Начинают проверку твоей личности. О чем говорить? Ты же по-любому знаешь вашего русского блогера Эрика Давидыча. Угу. Человек занимался детскими... Я лично за ним следил. Мне он нравился как человек, просто пиздец. Я лично за ним следил. Он помогал детским домам. Собирал деньги на детские дома. Он реально помогал. Без какой-либо корысти. Человек просто отдавал, блядь. А когда начал заниматься, блядь, делами ГИБДД, блядь, которые берут взятки на дорогах, блядь, и кому они по итогу относят, человека нахуй закрыли на 3 года. Почему так происходит? Не потому, что начальник ГИБДД куда-то дальше эти деньги относит, не? Вот да, и все. Наверное, слишком далеко отрыл. Что-то ненужного узнал. Вот. Не, 3 года еще повезло. Тут особо любопытных бывает и надольше закрывают. Просто я понять не могу. Да тот же Навальный. Я, конечно, понимаю, может быть, он там тоже дохуя прирассказывает, наверное. Возможно. Блядь, он показал такую открытую тему в плане воровства денег, показал все схемы от А до Я, блядь, показал эту виллу ебучую, показал миллион документов, которые реально подтверждают эту всю тему. А народу похуй, народ ничего не может сделать. Просто ничего. Народ обворовывает. У вас есть, блядь, Газпромы, блядь, есть нефть, есть, у вас есть, блядь, у вас дохуя чего в стране есть. Полезных ископаемых, которые вы продаете. Почему, блядь,
страна, у вас 50, у вас сколько, 50% вроде бы, если мне память не ошибает, полезных ископаемых на всем этом ебаном шарике. Ну, может быть, даже некоторых и побольше. Там, в зависимости Это от чего. пиздец, понимаешь? Это просто пиздец какое количество. Пиздец. Вы должны быть самое... Почему, блядь, я понять не могу. Дубаи, блядь, на кусочки нефти отстроились, блядь, просто пиздец как. Вот, они просто нашли нефть. Нефть. У вас нефть, газ, блядь, золото, алмазы, блядь. Все есть, нахуй. Где, блядь, ваши Дубаи? Расскажу. Где, я не помню, как этот, блядь, у вас город называется. Где он там, блядь, на берегу Черного моря себе строит этот дворец ебучий? В Сочи, что ли? Вот там, а? В Сочи? Ну, в Сочи, я не помню, он в Сочи строит или где он там строит? Не помню уже. Вот тебе и вся суть. Зато, сука, яхты стоят во Франции, блядь, по 150 метров, понимаешь? Ладно, удачи тебе. Пойду еще с тобой пообщаюсь. Ну, так. Ну, вы слышали, да? Как говорится, тут даже ничего не надо добавлять. Вот лишь одного вот этого мужика уже на целый ролик хватит. Зеленский, великий человек, просто, блин, лучший всех на земле. Там никто на Украине ни копейки не ворует. Зеленский пришел, всех попересаживал. Ну ладно, за Дом профсоюзов он мне ничего не рассказал. Тут даже как бы это не придраться. Знаете, и за Азовсталь, в принципе, как бы тоже тут я бы хотел докопаться, но просто Зеленский, он свое актерское мастерство применил, просто все его слушают. Есть только одно но. Может быть, как бы тот мужик-то не в курсе, но вот эти вот все вот эти вот сейчас все поставки военные, они до глубокой старости будут оплачивать. Да, и про зерно интересно сказал. А как это украинские комбайны в Чечне оказались? Вот загадка, да, века. Да, российские военные, оказывается, зерно с Украины КАМАЗами вывозят. Воруют, ага, да. Не, чудной мужик, мне удалось его разговорить. Конечно, тот еще кадр. Вроде, что в нем подкупает, то, что он это, как он говорит, он с разных источников информацию подчерпывает, и с украинских, и с русских, там, и заграничных. И, короче, между делом вот он что-то такое как бы рассказывает, то, что и было как бы на самом деле, то, что с чем как бы нельзя не согласиться, вот какие-то последние события. А вот так между делом он тут, короче, как говорится, говно на вентилятор забрасывает, и так как бы получается плюс-минус почти не обманывает. Вот такие интересные дела. Не, с ним очень долго можно было, вот ему один вопрос задавать, и все, и его можно хоть до самого утра слушать было. Но это ж не интересно, мы давайте еще кого-нибудь найдем, кто будет, я не знаю. Хотя его сильно-то не провоцировал, да, вот я как бы что-нибудь там за нацизм у него спросил, и он, наверное, поплыл, и такого бы диалога бы, наверное, не состоялось ни хера. Надо было у него Инстаграм спросить. Фотки бы заценили. Что-то я тупанул, да. Прикольно. А как вам этот рассказчик? Я столько от него наслушался, я даже не знаю, как лучше будет видеоролик назвать. Как там город у него?
Наверное, так и надо назвать. Короче, украинец, двоеточие, Зеленский великий человек. Или как-то. Украинец рассказал всю правду. Блин, даже столько названий можно там придумать. Так, ну что, мы можем еще пообщаться. Время, конечно, я не знаю. Ну, хотя начало 10-го. Можем еще кого-нибудь поискать. В принципе, время еще нас позволяет. Про наклейки рассказал. Откуда мы с вами могли знать про вот такие наклейки, на которых предупреждают российских военных, обычные люди, как бы, обычные украинские люди, что они его выцепят и закидают коктейлями. Вы не в курсе? Ну вот так вот происходит, да. Это партизаны какие-то, все сейчас партизанская война началась. Днем они гуманитарную помощь получают, а вечером вычисляют российских военных и коктейлями Молотова закидывают. Просто в каждом что-то от спецагента есть. Но все-таки насчет Азовстали он признал, да, что типа они сдались. Тут да. Тут это я услышал. Конечно, про Дом профсоюзов он не рассказал. Ну, возможно, он подумал, что я после этого, если он, ну, как бы начнет выдумывать, что я его переключу. Я думаю, так дело было. А как вам насчет Краматорска? Как там он ракету-то назвал? Калибр? Не калибр как-то, короче, он как-то ракету... Я ему сказал, может быть, .у? Да не, там какая-то, короче, то ли калибр, то ли что-то, короче, какая-то такая российская. Говорит, причем мы, говорит, уже город контролировали, я так понял, Краматорск, но они все равно как-то запустили это самое, что типа с нашей стороны. Вообще, просто чудеса какие-то. Тут... ну это ж ракета такая, она же вот так вот... летает, это ей как бы... Ракета же непростая была. Она... А детский сад... ну, тоже, говорит, посмотри, говорит, в Википедии, там все правда. Там вот такая дыра, если кто-то забыл про детский сад, давненько же было, да, как бы. Вот там вот такая дыра внутри. Никаких повреждений, там стекла даже целые были. Одна вот такая дыра, где куча журналистов пришла. А вот этот роддом, который якобы мы разбомбили, да? Интересно, что там роженицы были, дети, мы его взяли, разбомбили. Когда все местные жители различным источникам как бы рассказывали, что там были из полка Азов люди. Даже то ли французы, то ли кто там сказали, что не, там не было российских военных из полка Азов. Потом, из BBC, из BBC там, по-моему, кто-то были, и потом они это, короче, все это вырезали. Я ему говорю, так может быть какой-то наблюдатель был? Он говорит, так что из-за наблюдателя, короче, весь дом с роженицами это уничтожать? Не, ну молодец, конечно. Его можно было слушать и слушать. Сказочник. Причем, видите, интересная тактика какая, да? Вот если ты будешь там, начнешь как с чем-то соглашаться, какую-то правду там или полуправду говорить, да? А потом там вплетать какую-нибудь ересь это, между делом, то ты уже на тебя как-то по-другому будет смотреть. О, ну да, смотри, не врет, значит, вот это же он сказал, как есть. Но это... Он, видишь, тут, как говорится, единственный камень в огород Зеленского, это вот насчет полка Азова он не согласился. Сказал, вот парни держались, там столько дней выживали, а Зеленский им сказал сдаваться. Но зато потом он целую сказку, какой Зеленский классный.
блин, а что-нибудь махнемся не глядя, давайте им Путина отдадим, а Зеленского к себе заберем. У него там, у Зеленского и бизнес есть какой-то в России, да, а у Путина ни Инстаграма нету, ни Телеграма, ну это ну, скучно, а Путину, ну им отдадим, как бы, с Зеленским всяко разно веселее будет жить, но он как бы юморист, нет, Зеленский, юморист он хороший, говорящая голова. Он как политик, он говорящая голова. Блин, я чувствую, мне завтра очень много монтажа придется, чтобы вот это дело... Да хотя, какого монтажа? Я вот целый кусок обрежу, и надо будет только название придумать. И все. Но это уже как бы другое. Блин, да, интересно. Вот еще бы нам пару вот таких человек, и мы бы ситуацию про то, что на Украине происходит, вообще полностью это... Картинка бы сошлась. Не, ну, на самом деле, я бы хотел, чтобы кто-нибудь там из Донецка, с Луганска не попадается. Я не знаю, какой флаг надо мне поставить. Если российский флаг поставлю, так... наверное, тупо только русские будут попадаться. Они и так, в принципе, попадают. Давайте еще попробуем. Хотя вот на Украине сейчас... Не, ну хотя, наверное, еще должны люди. Просто завтра с утра на работу, я думаю, мы еще пару человек поищем. Если у вас нету ко мне вопросов, то мы продолжаем. Потому что, видите, когда вот такая... дискуссия, это не могу это начать отвлекаться. Я думаю, так и назову. Чё скромничать? Там украинец, двоеточие, Зеленский великий человек. И все, и как бы. А он чем-то, он в какой-то там, как будто, как военный, у него что-то какая-то такая одежда камуфлированная. Типа, говорит, окнами, кондерами занимается. Что-то я тупанул, надо было у него Инстаграм спросить. Еще бы посидели, порофлили с него. Что он там это... Митинги какие-то, украинцев, которые уехали окнами заниматься, митинг хотели организовать, у них это самое не получилось. Про Автомайдан вспомнил, ага. Ну, за Автомайдан я не помню, это давненько было, там он, на чем они там договорились. Ну не, про роддом, вот я вот запомнил тот момент, это сняли, конечно, с роддомом историю вообще классно. Нашли какую-то инстаграм-модель, да, и вот ее туда подсунули, типа она там, типа рожала. А там 100 лет как уже всех вывезли, а он этот парень-то рассказывал, как, говорит, так можно взять беременных вывести, они же на сносях. А вот как, вот так вот. Пинком под жопу, и все, и пошла. Не хочешь, там, не знаю, расстреляют. Ну, наверное, вот так вот случилось. Легко и просто. В любом состоянии тебе калаши в голове подставят, все, и ты пошел. Давайте еще тогда поищем. А ничего такая, симпотная была, только вот если бы вот так вот посмотреть.
Привет. А видели чеченцы? Я их сразу спалю. Видели чеченцы? Это у них, видать, тактика такая. Вы поняли? Бойцы Кадырова не дремлют. Вот вы смотрите, зашли в чат-рулетку. А они раз такие... Так, вот этого пеленгуем. Где он там в России? Ага, Красноуральск. Все понятно, так выезжаем. Не, ну... Опасное дело. Алло, криптовалюта это хорошо? Увлекаетесь? Криптовалютой? Нет, не увлекаюсь. Я в деревянных храню по старинке. Ага, все, как счет закончится, как закуплю криптой. Понятно, тоже из России. Судя по всему. Нашел у кого спросить, у украинцев за криптовалюту. Надо, наверное, кто криптовалюту придумал? Китайцы или американцы? Блин, интересно. Я вот даже и не знаю, кто криптовалюту придумал. Как вот они вот так делают, чтобы камера у них, как не знаю кто, размыливается? Я, так значит, чтобы меня хорошо видно было, все лишнее убрал, Full HD камеру купил. Она вот так, или черный квадрат, или все размылено. Может, в Казахстан пойдем, там... Ой, Наташа, там в Казахстане все зашибись, там адекватные люди. Это неинтересно будет. Надо, чтобы всякую гадость про тебя рассказывали, чтобы агрились вот и вот это все. Все. Дай бог в Казахстане все дела разрулились. Я надеюсь, что у них все в Казахстане все нормально будет. Ну, как мы поняли из разговора с тем парнем, он говорит, считает, что к концу этого года все разойдутся при своих. Но я так не понял, кто там кого победит. Ну да ладно. А ты им говоришь, что ты из Киева, из столицы, что ты с Киева. Столица РФ. Не надо. Ты что, какой Киев? У меня вот медали были, там, обычные российские медали, то есть ленточка с триколором. Все, никто не хотел разговаривать. Все какую-то букву З видели на ковре. Видите, какая-нибудь буква З на ковре? Где она? Просто люди уже до такой степени уже под воздействием этого всего им уже вот флажки российские мерещатся, буковки всякие. Это Зеленский, самый великий президент. Никто на Украине не ворует, оказывается. Это как бы воровать, это чисто российская фишка. Вопросы?
Так я казахский не знаю. Не, мы в следующее... Мы в выходные в Казахстан сходим. Сейчас мы же написано с украинцами общаемся. Вот в субботу у нас стрим будет подлиннее, вот там и с другими пообщаемся. С казахами, там еще с кем-нибудь. Сегодня уже, ну, не будет неправильно. Русские, ребятки, а вы из России, ребят? Опа, видели, спалился. Ага. Ютубер ходит там, снимает. Зеленский. Ну, это ты так думаешь. А вот украинец сказал, что он и юморист самый лучший, и президент он самый лучший. Всех посадил, дороги отстроил, везде кондиционеры, везде компьютеры, везде интернет. Вообще зашибись. Если бы не Россия, вообще Украина была бы на первом месте по ВВП. Не знаю, каким образом постоянно Украина, Зеленский у кого-то там занимал. Ну да ладно, это как бы... Нет, ну, молодец. Доживешь, Наташа, я в тебя верю. До субботы доживешь. Суббота это у нас какой день? Я тебе сейчас скажу, какой это день у нас будет. 28 до 28 мая доживешь. Я не сомневаюсь. Просто люди настроились на украинцев. Мы с одним человеком только пообщались. Остальные что-то как-то... На русский язык, наверное, как бы. То, что я на русском. Ужас, какой херовый интернет у него был. Да ну, какой Борис Джонсон? Ты чё, ну какая-то прическа непонятная. А Зеленский такой бодрый, молодой, наверное, еще и качается, блин, это самое. Видно, что он это до 2100 года, наверное, президентом будет, не меньше. На деньгах-то этого Коломойского построит империю. Есть одно предположение, что Зеленский может стать миллиардером после окончания своего срока первого. Но я думаю, с такими деньгами, которые к нему приходят, вполне. Блин, это... Ладно, мужик переключился, там какой-то мужик, что-то там нехорошее делал. Фу. Я уж думал, вот этой херней уже люди перестали заниматься, писюны в чат рулетки теребить. Нет, еще занимаются люди. Кишку. Привет. Я думаете, а почему в кофте сижу? По секрету. Я, конечно, не этот, как его там, ой, не Коломойский, как-то нет, девчонки говорят, ты вот этого смотри, ну тот, который рубашку-то, который стриптиз в прямом эфире устроил. Я, конечно, у меня, вот, видите, почему я в кофте сижу. Эту футболку я в Крыму, в Евпатории купил. А там цитата, по-моему, от 2008 года, когда, короче, мы... вот этот конфликт был. Что там, это... Про 3 дня. Вот поэтому я сижу, маскируюсь.
все, что может как бы их спровоцировать, убрал. Доброго дня. Здравствуйте. Як ваша справа? Более-менее. А вы откуда? Я з України. С Киева? Нет? Ніна з Києва. А из какого? Дніпропетровщина. А, А ви? я из Свердловской области, с Урала. А чому у вас тут написано, що Україна? Так я просто хочется с украинцами пообщаться, узнать, что там на самом деле происходит, как там это самое, какая ситуация. А ви що, не вірите телебаченню? Не вірите в телевидению? Могу говорить на русском, если вам удобнее. Да, на русском удобно. Нет, верить телевизору, это надо информацию брать с разных и источников. Да и... О, я точно так же считаю. Ну, что-нибудь слышали про Азовсталь? Как вы считаете, Да. что там это самое произошло? Если честно, про Азовсталь я не слышала очень прям что-то серьезного, но там вроде как обстреляли очень жестко или что-то такое. Нет, это обстрелы, да, то, что батальон Азов, он то ли сдался, то ли... А американские новости говорят, что типа их эвакуировали. В общем, на заводе военных не осталось. Українських. Там дуже багато людей. Ви розумієте українську мову? Не очень, нет. Если можете... Лучше на русском, да? Да. Очень много людей умерло там. Я просто с рождения говорю на украинском, поэтому так. Просто умерло очень много людей, половину как бы оттуда экспортировали. Поэтому так, ну там, да, там ужас произошел. Я не понимаю, что вам именно интересно. Нет, давайте так, разберемся. А кто бомбил этот Донбасс в 2014 году? В 2014 году? Да. Наверное, украинские войска, я так предполагаю. Украинские войска? А что, вот, ну, думаете, как? А это вообще логично, что страна бомбит свои города? Ну, может быть, они каких-то, не знаю, которые как бы, ну, грубо говоря, были вот одни, кто поддерживал там основную власть, да, которая пришла, а были, которые не согласны. Вот они каких-то вот, которые их не поддерживают. Вот у нас, во-первых, в стране свобода слова, и это очень странно. И почему ее до сих пор не отменили, если так? Это во-первых. А во-вторых, ну вот посмотрите, а почему очень много русскоязычных городов, но именно две области, которые ближе всего с Россией, именно их почему-то, опять же, своя страна начала бомбить, и зачем-то Россия пришла на помощь, когда ее никто не просил. А что ж тогда здесь мир против России? Это странно, что выходит, если Украина сама себя бьет. Да, бы, наверное, все были бы на стороне России. Да, все хорошо. США на нашей стороне, допустим, если мы... Потому что выгодно России хотят забрать, да, а другие страны. Им-то Россия нафиг не сдалась. Ну, наверное, в этой всей истории каждый свой, ну, грубо говоря, каждая страна какой-то преследует свой шкурный интерес. Ну вот, к примеру, кто-то хочет на оружие денег заработать. Вот как тебе насчет вот такой вариант? Германия хочет на оружие денег заработать. Она продолжает экспорт в Россию, когда все отказались от нее. Ну, вот, Украина чего хочет? По истории всегда Московия всегда нападала первой на Украину. Когда в Украину, в украинские села приходили татары, все прятались. Когда приходили немцы, самые главные фашисты, от них никто не прятался. А когда приходили русские, от них прятали детей и женщин, потому что они издевались над ними и насиловали.
Русские всегда были агрессорами. Во всей истории. Вы можете со мной не спорить. Я в 9 классе, мы это уже прошли. И я отличница. У меня ни одной девятки. Ну... Не, ну, Дикий, ну ты слышал, да, как бы? Давайте вспомним нашего министра, который на Конгрессе ООН с учебником выступал. Помните, да? Это, думаю, все это дело смотрели. Они это в 9 классе прошли. Все понятно? Вам это понятно? В 9 классе прошли, теперь им рассказали, кто кого бомбит, что все, Вторая мировая война пришла, немцы не стреляли, не убивали, все нормально, как бы фашисты зашли потихонечку, да, как бы. А вот русские, когда пришли, причем русские там и русские, и украинцы были, и кого там только не было в советской армии, но пришли, такая русская традиция, насиловать и убивать, обязательно, вот мы всегда везде так делаем. Даже, наверное, когда на курорт приезжаем, куда-нибудь в Турцию, на всякий случай узнаем, если там есть украинцы. Я. Да, конечно, это надо было выдумать и не соглашаться с этим, как вот этот, который у нас, Чуркин, не Чуркин, как его, который... Или не Бензя, по-моему, да, вот он, по-моему, выступал. И всякими словами его обзывать, что он ни хера не понимает, это какие-то левые учебники, не было такого. Разве могла Украина своим детям такую ересь в школе обучать? А вот, все, как бы, все сошлось. Одно с другим, все. У нее, говорит, даже, говорит, ни одной девятки нету, понимаете? Она не только запрограммирована, она перепрошита, и все это уже тут как бы на правильные рельсы поставлено. Ей и прошивку обновили с последним президентом, причем она от и до все знает. Кто как куда заходил, кто как кого насиловал. Все понятно. У нее даже девяток нету. Все. К сожалению, она, видать, только как бы вот по вот той истории. Надо было, конечно, у нее спросить что-нибудь за Киевскую Русь. К сожалению, она раньше переключилась. Я достаточно тоже неплохо историю знаю. Я бы у нее... спросил бы, а что такое за понятие такое Киевская Русь? А как она вообще? Русь может быть киевская, а не украинская. Странно, какие-то слова какие-то не связанные. В смысле Русь? Как она может быть киевской? Украинская это как-то, ну это вообще какие-то слова-то как-то рядом не должны валяться. У меня, конечно, девяток не было по истории, потому что у нас 5-бальная система была. Я, может быть, конечно, всего лишь пару олимпиад по истории выиграл, но я бы у нее за историю бы спросил. Даже ту, которую она типа знает. Я бы у него спросил, кто у них там этот самый первый правитель на Украине был. Интересный вопрос, да? Что бы она ответила? А что бы ответила бы? Бандера, наверное, я так думаю. Кто, как бы... Интересный вопрос. Кто у них первый правитель был на Украине? История Украины... Ой, извиняюсь. История Великой Украины насчитывает 150 тысяч лет. Это вам, как говорится, не в носу поковыряться. Это серьезно.
Я думаю, они как бы... Жаль, нет, тут можно было еще с ней, это, как говорится, разговаривать за историю. К сожалению, она слилась достаточно быстро. Вот такие у нас разговоры получились. И очень показательно, кстати говоря. Один вот такой уже мужчина, который поучился и пожил при разных президентах, который типа разные новости слушает. Вот такой вот правильный украинец за Зеленского. Ну и украинская школьница, у которой даже ни одной девятки не было. И сразу понятно, кто кого там насиловал это и убивал. Только как бы, ага, зачем-то украинцы своих же бомбят. И интересный вопрос. Вот он меня... Вот 8 лет я пытаюсь на него ответить. С какой цели? Не по технике, не как бы... А может быть потому, что те, вот, которыми они считают недоукраинцы, может, они из-за того, что они с ними вместе не захотели жить? Может, потому что им не дали на русском языке разговаривать? Может, какие-то элементарные вещи, которые они у них просили, они им не дали и решили их как-то заставить насильно на украинском говорить и внушить им, что они не хотят. А может быть, это как бы вот это вот подарок советского прошлого, но они всегда себя русскими считали. Почему у нас в России нет такого, что кто ты? Татарин? Пусть будь татарин, кем хочешь себя считай. Разговаривай на своем языке, пожалуйста. Гомосятину не пропагандируй, там, и вот тому подобное. Вот что у нас не распространено. И хочешь на своем языке обучайся, пожалуйста. Вообще никаких проблем. А вот такие школьницы, они не понимают, почему Украина сама себя бомбит. Вообще логики нет. А кто сказал, что тут про логику? Я вот как бы ни с логической точки зрения не понимаю, ни с военной точки зрения это не понимаю. А зачем? Что приводит только к боли и страданию простых граждан. Какие-то калибры, какие-то высокоточные ракеты мы используем. Когда там у них армия работает по принципу в любое место запустил и пофигу, в кого-нибудь да попадешь. Хотя вроде у батальона Азов у них как бы вооружение хорошее, там всякие эти самые... Мы, наверное, для меня, пожалуй, на сегодня хватит. Давайте подводить какие-то итоги, да, что-то я от себя добавлю, пару слов. Ну вот что у нас, какое событие? Это сдача батальона Азов на Азовстали. Даже вот этот украинец это признал. Плюс-минус, как бы, ну, многие собеседники с этим соглашаются. Андрюха, не пытайся понять их логику, они не понятно. Не, я думаю, так как мне завтра с утра на работу, мы подведем итоги и на этом завершим в субботу. Давайте в субботу со всеми пообщаемся, кто захочет поговорить. Так, не только с украинцами. Так вот, что я про Азов-то говорю. Самое вот такое боеспособное подразделение все-таки украинской армии, которое прям всеми новшествами современными вооружено, это все-таки батальон Азов. И большая часть его сдалась. Это значит, на его место должен какие-то люди прийти. И, скорее всего, ну, я думаю,
это какие-то не очень обученные люди, обычные граждане. Несмотря на то, что я русский и так далее и тому подобное, вот простой мужик, да, украинец с завода, который где-то работой чем-то занимался, стоял он куда-нибудь на заправку в магазине, ему на повесточка, все, давай иди воевать. Ну, извините меня, какой он нахер вояка? Когда наша армия обучена, подготовлена, встретится ему контрактник российский. Это просто тут, как говорится, не надо особо военным экспертом быть, на чьей стороне тут, как говорится, кто кого. Но Зеленский сказал им, что еще немного, буквально 1010, нам надо потерять и все, и как бы мы переломим ход войны. То есть даже Зеленский уже готов, грубо говоря, 10 тысяч человек убить. По большому счету. Но если это Зеленский говорит, то эту цифру надо умножать еще на 10, потому что можно, конечно, верить вот тому украинцу, который говорит, Зеленский, ты великий человек, он столько сделал для Украины. Но что-то он очень редко правду говорил. И раз он это еще и детям говорил, то жаль, конечно, жаль. Ну вот за эту военную кампанию, точнее за вот эти поставки, Украина очень долго будет расплачиваться за вот этот так называемый ленд-лиз, оружие. Я могу, конечно, в точных датах ошибаться, но Россия за Вторую мировую, когда американцы вот в 1944 году стали нам помогать, можете попроверять, грубо говоря, поставки эти оружия во Второй мировой и в 1944 году начались, там самолеты, танки, там снаряды и все вот это вот. Грубо говоря, 1 год нам поставляли, а мы расплачивались до 2003 или 2006 года. Представляете? А сколько сейчас всего на Украину приходит? Сколько это лет? Я просто... Я, конечно, высшую математику в свое время окончил, но это сколько это лет? Это и дети, и внуки, и правнуки, и это просто... Тут одним зерном не рассчитаться. А экономика у них только стала подниматься, они только зажили, как в Европе. И тут пришли, мы все им испортили. Да, вот такая история. К сожалению, очень что-то сегодня... Ну, надо было лучше подготовиться, убрать все лишнее со стены. В субботу мы еще пообщаемся в чат рулетки. Не знаю, может быть, не только с украинцами. Посмотрим. До субботы, как говорится, дожить надо. Тут каждый день что-то меняется. Но вот ролик про того мужика, смотрите, у меня в Дзене, ну и на Ютубе тоже. Завтра буду заниматься монтажом. Ну, сегодня, как характерно, мы увидели, да, как бы, как молодой аудитории в голову насрали, и она искренне верит этим учебникам, да, вот этим вот. Ну и те, кто пытается что-то проверять, у них тоже, как бы, своеобразное отношение, что Зеленский просто царь и бог, и просто лучше него просто нету. Честный, справедливый, гуманный, неподкупный. Все для людей. Вообще, ангел во плоти спустился, и за него вся Украина проголосовала. Ну, вы можете потом оставлять в комментариях, как можно ролик назвать. Рассмотрю ваши варианты. Ну, с вами был Андрей. Если кто-то не подписался, подписывайтесь. Ну и лучшие моменты нарежу
ролик появится. Все, спасибо. Ну и ссылки в описании, конечно.